Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Всем, кто смотрит это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Тем, кто смотрит это видео первый раз, предлагаю подписаться на наш канал, нажать кнопочку «Поделиться», нажать кнопку «Колокольчик». По хорошей традиции я вас прошу переслать это видео всем своим друзьям и знакомым по электронной почте, по социальным мессенджерам. Это даст возможность вашим друзьям и знакомым ознакомиться с интересным видео. На следующий день вы можете это видео обсудить и узнать, что в нашем видео есть достаточно хорошей, интересной и полезной информации. И надеемся, что вы будете нашими постоянными подписчиками, будете активно участвовать в комментариях. В комментариях мы ждем вашей истории успеха и ждем ваших инсайтов, а также ждем ваших источников информации, какие инструменты интересные могут быть использованы в колесе жизненного баланса LongSwim. Также рекомендуйте хорошие книги, рекомендуйте хороших спикеров, любых специалистов, которые в своей сфере хорошо разобрались, и их опыт будет полезен нам для того, чтобы мы к своим целям шли хорошей, спокойной дорогой, окруженной единомышленниками. Тема сегодняшнего видео: почему у одних получается, а у других нет. Это тема достаточно популярная в интернете. Сегодняшнее видео войдет в плейлист мая. И в мае по хорошей традиции мы подводим итоги уже реализованных проектов, реализованных задач. Стараемся понять, какие ошибки мы сделали, потому что у нас не было опыта, какие ошибки мы сделали, потому что не учли какие-то факторы, а какие ошибки стали следствием того, что внешние обстоятельства очень сильно влияли на тот проект, который мы реализуем, или очень сильно повлияли на наши действия, потому что мы были к ним не готовы. Все, что мы рассматриваем в видео, мы рассматриваем в интерактивном формате. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вам нравится в наших видео, какую тему вам интересно было бы озвучить. И в своих видео мы рассказываем о своих аргументах, почему мы считаем, что делать именно в такой последовательности – это самый наилучший вариант на сегодняшний день. Через год, через два, возможно, ситуация изменится, появятся более эффективные инструменты колеса жизненного баланса, и мы в таком случае выпустим отдельное видео. Давайте поподробнее еще раз рассмотрим, почему у одних получается выполнять задуманное, запланированное, а у других не получается. Как правило, этот диалог мы начинаем сквозь призму методологии колеса жизненного баланса LongSwim. И я сейчас хочу рассказать о двух полусферах колеса жизненного баланса, чтобы мы понимали, у нас не получается что-то в эмоциональной сфере или у нас не получается что-то в сфере, где необходимы действия. Условно, колесо жизненного баланса – это 8 частей одного круга. Каждая часть, сектор, или мы ее называем сферой, отвечает за определенную часть нашей жизни. Такое разделение на 8 частей дает нам очень хорошую визуализацию, и мы визуально в одном листе, в одном поле зрения понимаем, какая динамика у нас происходит, если мы что-то делаем, или мы наслаждаемся статистикой, теми цифрами, которые у нас получилось в течение года. И давайте рассмотрим сферу, где у нас присутствуют эмоции. Итак, сферы, в которых у нас присутствуют эмоции, их всего 4. Начинаем с самой эмоциональной сферы. Это сфера отношения и семья. Следующая сфера, в которой у нас есть эмоции, это друзья и окружение. Можно считать, что 70-80% эмоций в этих сферах происходит, там зарождаются, плавно перетекают из одной сферы в другую. И следующая сфера, в которой тоже рождаются эмоции, но это эмоции более рассудительные, эмоции, связанные с распределением вашего времени, это сфера яркость жизни, то есть мы эмоции в отношениях и семья, и друзья, и окружение уравновешиваем яркостью жизни.
И следующие эмоции, они более долгосрочные, связаны больше со смыслом жизни. Это сфера духовный рост и творчество. Здесь наши эмоции посвящены нашим жизненным принципам, тем правилам, которых мы стараемся придерживаться в жизни, те крайние линии, красные линии, как их называют, когда мы говорим, что так мы поступать не будем, а этим правилам жизни мы будем следовать, и в соответствии с нашими жизненными принципами мы будем выбирать свое окружение. Если у вас что-то не получается, то если это происходит в сферах друзья, окружение, отношения, семья, яркость жизни, духовный рост и творчество, здесь все мы ощущаем на уровне эмоций. У нас есть определенные ожидания, как это должно быть, как бы я хотел это видеть, как бы я хотел это ощущать. По факту происходит что-то вне наших запланированных эмоций, и мы по этому поводу испытываем некоторый дискомфорт и некоторые отрицательные эмоции. Переживания в сфере отношения и семья, они самые глубокие, самые искренние, и поэтому в колесе жизненного баланса есть определенная методика, она описана в плейлисте «Колесо жизненного баланса для любимого человека», где мы подробно рассказываем, что для того, чтобы укрепить отношения в этой сфере семья и отношения, нам нужно проработать сначала свое колесо жизненного баланса, прийти уже к любимому человеку, любимому женщине, любимому мужчине со своими конкретными ожиданиями, что я хотел бы сделать, какую помощь я хотел бы получить, и понимание, что мы можем вообще в этой жизни делать совместно. В сфере друзья и окружения нам очень важны жизненные принципы. Почему мы об этом говорим? Потому что или мы в состоянии 0,4 следуем жизненным принципам своего окружения, это могут быть родственники, это могут быть друзья и коллеги. Это такое подчинение чужим жизненным принципам дает нам возможность адаптироваться к окружающей среде достаточно безболезненно. Это дает нам возможность пожить чужих жизненных принципов, и если это приемлемо, это не противоречит нашим красным линиям в сфере духовной роста и творчества, мы эти жизненные принципы можем как бы принимать, накапливать свой жизненный опыт. Если не противоречит, мы будем активно или не очень активно искать среду, в которых доминируют те принципы, которые мы очень сильно ценим. Как правило, это не всегда бывает достаточно быстро в нашей жизни, но если мы находим это место, мы, безусловно, уже светимся от счастья. А как здесь избавиться от этого состояния, почему у нас не получается, а у других получается? Здесь нужно в первую очередь анализировать ситуацию. Колесо жизненного баланса на первоначальных этапах – это больше возможность разобраться в себе с точки зрения тех инструментариев, которым вы хорошо владеете, или тех инструментариев, которые мы даем в открытом доступе. По теме колеса жизненного баланса будет выпущен отдельный учебный курс, он будет размещен на внешнем ресурсе, ссылка будет потом дана в описании. В принципе, пересечение открытой и закрытой информации, оно примерно 50%, то есть 50% информации, которую мы будем давать в учебном курсе, оно уже есть в этом видео. Если вы наше видео будете пересматривать несколько раз, тогда вы поймете саму суть этого инструментария, а купив учебный курс, вы уже сможете ознакомиться с нюансами его применения, и этим самым можете сэкономить значительное количество времени. Следующая сфера, которая посвящена действиям, я ее еще раз озвучу, это сфера карьера и бизнес. Рядом с ними находится сфера деньги. Обязательно не забываем про личностный рост и замечательная сфера здоровье и спорт. Если у вас что-то не получается в сфере, где доминируют действия, тогда вам нужно привлекать к разбору ситуации экспертов, тех, кто есть в вашем распоряжении, тех, к кому вам не стыдно обратиться, или у вас есть возможность найти этих специалистов в своем городе, где вы живете. Что вам дает обращение к специалисту? Специалист в сфере вашей профессиональной деятельности расскажет о тех возможностях, которые есть в вашей профессиональной сфере.
о возможностях вашего карьерного роста. Вообще вот планированию своего карьерного роста необходимо уделять больше внимания, если вы находитесь в возрасте больше 25 лет. То есть карьерный рост в возрасте до 30 лет – это больше сфера вашего желания активно заниматься своим карьерным ростом. Если вы в возрасте больше 30 лет, это вам необходимо задействовать сферу личностного роста с точки зрения того, что необходимо пройти обучение, необходимо понимать, что, имея статус эксперта, у вас возможности для карьерного роста значительно больше. Неважно, вы эксперт как специалист, либо вы эксперт как управленец. Вы можете или одновременно развивать эти две компетенции, либо сосредоточиться на том, что вы эксперт в сфере управления. Что делать, если у вас ничего не получается? Как правило, ваши неудачи в колесе жизненного баланса, они распределены по сферам, и самое первое, что я рекомендую вам сделать, когда вы столкнулись с ситуацией, что у вас ничего не получается, и, возможно, не получается в нескольких сферах, определить какие-то сферы. Первая – это сфера эмоциональная, либо это сфера неэмоциональная. На чем основана эта методика? Эта методика основана на том, что если у нас что-то идет не так, как нам хотелось, как мы ожидаем, то, возможно, у вас просто возник в колесе жизненного баланса дисбаланс. Он имеет свои положительные стороны и отрицательные стороны. Перекос, допустим, в сторону карьеры означает, что у вас в сфере эмоций возникает нехватка времени на своих друзей, знакомых, на свою семью и отношения, и вы забываете просто о себе, вам просто необходима вот такая гипермобилизация. Очень важно вовремя остановиться, то есть мобилизация или гипермобилизация на срок 3-4 месяца – это вполне нормальная величина. Если вы находитесь в состоянии 4-8, вы это переживете без каких-либо последствий. Иногда эта мобилизация позволит вам больше обратиться к вашим внутренним ресурсам, которые вы раньше не задействовали. Ну и вот такая вот встряска, резкий рывок, он в целом как бы положительный стресс для вашего организма. Если у вас дисбаланс в сфере действий, допустим, дисбаланс в сфере деньги, вы будете ощущать некоторое смятение от того, что вы попробовали какой-то проект, вложили куда-то деньги, у вас это не получилось. В предыдущих видео я уже говорил, что если вы рискуете примерно 30% от суммы своих сбережений, в этом ничего страшного нет. Вы попробовали, рискнули, как в реальной жизни по-взрослому, потеряли эти деньги или не приумножили эти деньги. Ну, у всех мера поражения своя. Здесь вам нужно перейти в режим восстановиться. Режим восстановиться очень тесно связан с проработкой сферы в яркости жизни, то есть вы ищете источники силы, ищете другое распределение времени, чтобы вы не увлекались проектом самостоятельно, а привлекали к решению проекта экспертов. Это разделение ответственности, это понимание, что эксперты знают большее количество рисков, а вы обладаете большим желанием рискнуть и попробовать. Поэтому можно посчитать, сколько сфер у вас находится в состоянии неудачи. Как правило, хорошее соотношение такой вот умеренной неудачи или там черной полосы, как многие называют в жизни, это неприятности или, скажем так, неудачи или невыполнение плана. Примерно 2 сферы находятся в сфере эмоций. По статистике чаще всего у вас неприятности происходят в сфере отношения семья и следующая сфера друзья и окружение. На эти 2 сферы приходится более половины всех конфликтных ситуаций. В сфере яркость жизни и духовный рост и творчество такие ситуации возникают примерно раз в 5-10 лет. Они связаны с тем, что предыдущий путь, который вы себе спланировали, он уже полностью выполнен. Дальше возникает состояние принятия тяжелого решения. Вы, находясь на жизненном перепутье, решаете, куда пойти, куда еще раз потратить фокус своего внимания.
Чтобы быть к этой ситуации готовым, нужно не бояться рисковать, потому что вы получаете в любом случае жизненный опыт. Если вы все хорошо просчитали и у вас получилось, вы получаете все сокровища мира. Почему? Потому что планы, с одной стороны, должны быть достаточно амбициозными, чтобы вы могли сделать гигантский шаг, либо планы очень неамбициозные, вы идете очень маленькими шагами. Выбор стратегии мы обсудим в следующем видео. Ваша задача научиться правильно планировать, рассчитывать свои силы. И когда вы будете находиться в состоянии 4-8, вам нужно научиться управлять своими приоритетами. Приоритеты в каждом месяце могут быть свои. Если вы грамотно используете свои приоритеты, вы уже понимаете, на этой неделе нужно мобилизоваться, на следующей неделе нужно отдохнуть. Следующая неделя – это рассмотрение тех возможностей, которые есть в текущей жизненной ситуации. И в состоянии 4-8 основное правило – нужно уметь пользоваться возможностями. А для этого нужно эти возможности вовремя в каждой сфере рассмотреть. Нужно понимать, что сейчас самое время для того, чтобы вы реализовали свои возможности, потому что в следующем месяце такой возможности уже фактически не будем. Давайте сейчас рассмотрим наши неудачи, почему у одних не получается, а у других получается, через сферы, где лидируют действия. Чаще всего у нас есть сферы, в которых нас больше всего триггерит. Это сфера карьера и бизнес, и следующая сфера здоровье и спорт. Почему мы не затрагиваем тему деньги? Дело в том, что сфера деньги, она подчиняется основной миссии сохранить и приумножить. Как правило, меньше 1/3 людей пытаются свои деньги или активы, то, что у них есть в распоряжении, приумножить. Они в данный момент просто не имеют такой вот возможности для того, чтобы приумножать свой капитал, потому что для приумножения капитала нужно научиться всем инструментариям умножения своего личного капитала, то есть для этого нужно пройти в состояние 4-8, то есть научиться рекламировать себя, свою экспертизу, и в состоянии 8-10 это уже пробовать управлять своими и в том числе и чужими активами. Поэтому я сейчас в этом видео рассказываю о тех сферах, в которых чаще происходят стрессовые ситуации, потому что планирование, особенно амбициозно, оно связано с двумя вещами. Первое, если вы планируете 10 дел, и у вас 2 дела, 2 задания не получается, это вариант нормы для состояния 4-8. И если вы находитесь в состоянии 0,4, то есть только пробуете планирование, то если из 10 запланированных дел у вас 5 не получается, это тоже прекрасный результат. Он характерен именно для состояния 0,4. В состоянии 8-10 у вас количество запланированных планов, 8-10 задач делаются как бы легко, без затрат своих собственных сил и энергии. Вот я сейчас постараюсь объяснить, в чем разница между состоянием 4-8 и состоянием 8-10 при реализации своих планов. В состоянии 4-8 вы используйте свои собственные ресурсы на 50-80%, потому что вы понимаете, что имеется в вашем распоряжении, вы понимаете, на какое время привлечен ваш внешний ресурс. В состоянии 8-10 вы не рассчитываете на свои ресурсы. Ваша задача идеи мобилизовать людей в состоянии 0,4-4,8 под лозунгом или огромным желанием реализовать эту идею, это ваши единомышленники, и они, используя свои ресурсы, действуют в строгом вашем плане, который вы разработали, и таким образом состояние 8-10 – это вот такое интуитивное, понятное решение своей задачи, но при этом вы не задействуете свои силы. То есть, если посмотреть как бы глобально, в состоянии 0,4 это принцип «я сам все сделаю, я сама все сделаю», в состоянии 8-10 цель будет достигнута, но для этого не обязательно использовать свои ресурсы. Как выходить из ситуации, что у одних получается, а у других нет? Рассмотрим сферу карьеры и бизнес. Мы находимся в двух состояниях. Нам необходимо строить карьеру, работать
на одной работе или на нескольких работах, и у нас всегда есть возможность создать собственный бизнес, который будет нам источником необходимого дохода, или это будет бизнес, которым нам очень хочется заниматься. Очень частая ситуация, когда хобби становится достаточно интересным бизнесом. В сфере здоровья и спорт, почему у одних получается, у других не получается. Здесь сфера менее конфликтная, чем сфера карьеры и бизнес, ввиду того, что спортивные достижения дают нам возможность попробовать эмоциональное соревнование, это дает нам возможность не останавливаться на достигнутом. Я еще раз повторюсь, что раз в 10 лет нужно пользоваться возможностью и искать другие виды спорта. Это могут быть водные виды спорта, это могут быть какие-то коллективные игры. Вам важно понимать, что если вы находитесь в спортивной среде, где много единомышленников, у вас появляются новые друзья, знакомые, вы больше наслаждаетесь не только спортивной атмосферой, но и именно состоянием перезагрузки, которое продлевает ваше долголетие. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео, почему у одних получается, а у других нет. Цель этого видео – организовать дискуссию под этим видео. Вы можете рассказать о своих лайфхаках, о своих каких-то историях успеха, как вы справились с этой ситуацией. Наше видео является мотивирующим, и наша задача не рассказать, что если вы не будете пользоваться этим инструментарием, у вас не получится. Наша задача, наоборот, собрать тот опыт, который есть среди экспертов рынка. Наша задача попытаться изучить тот опыт, который есть в открытых источниках, предложить наиболее эффективные инструментарии для достижения своих целей. Все это находится в миссии нашего YouTube-канала. Тем, кто смотрел это видео, еще раз подписывайтесь на наш канал, если вы смотрите это видео без подписки. Рекомендуйте это видео своим друзьям и знакомым. Обязательно пишите комментарии под нашим видео. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.